Доброе утро. Уже воскресенье у нас. Все. Рождество прошло. Вот как можно не верить, да? В это все. И мороза как не бывало. Мороз именно к Рождеству. Вот появился. И 3 дня вот после Рождества держался. Сегодня уже 6 градусов. Просто теплынь уже. Вон птички щебечут, солнышко, все. Снова к нам вернулась весна. Вот. Ну а я вырвалась со своей надухмяниной квартиры. Боже, сколько бы я вчера не проветривала, запах до сих пор этих пирожков держится, и это ужасно. Хорошо, что я хотя бы закрыла дверь в комнату, там, где висит одежда. Но это вообще хочется, конечно, очень хочется. Время от времени пирожков, беляши я очень люблю. Ну вот прям хочется. Знаете, бывают такие вещи. Вредятину вот эту очень хочется больше всего на свете. Вот. Но как приготовишь, это капец последствия. Вообще, он как красиво антидерево. Ой, я гирлянды вообще обожаю. Вот если бы я сейчас жила дома, вот, и у меня была бы елка, ну, понятное дело, я бы поставила елку бы, вот, я бы только купила бы вот эту росу, все, и больше ничего. Вот меня насколько этот минимализм сейчас привлекает. Вот огоньки теплые, на зеленым. Вот это, ну, не знаю, ну, красота. Конечно, очень мне нравится. Вот от огней вообще я обалдею. Это все пестрое, такое уже. Почему-то нет. Почему-то уже прям, ну, действует на нервы. Вот, а вот такой минимализм, ой, это прям, ну, шик. Вот как вот этот газон, посмотрите. Ничего лишнего. И как красиво. Просто одно дерево такое декоративное стоит. Здесь мужчина занимается разведением цветочков. Как бы вам показать? Ну, короче, когда идешь, это очень красиво смотрится. Прям как английская лужайка. Вы знаете, я сменила сейчас магазин. Немножко он дальше находится. Вот Делхайзе. Это французский бренд. Здесь, конечно, немножко дороже, но и ассортимент побольше, получше. И качество некоторых продуктов, таких как, допустим, там мясо, ну, лучше ощутимо. Вот, потому что там настолько примитивный набор, даже взять печенье, там вот такое вот все, вот раз-два и обчелся, цены как бы не дешевые, но такое все, знаете, вообще, ну, настолько ограничено, поэтому дальше немножко, но ничего страшного, хожу сейчас пока сюда. Так, у нас предстоит завтра закупка на Новый год каких-то продуктов, потому что уже, собственно, все мы так подели, поэтому я открыла холодильник, все с него достала, чтобы хорошенько вымыть, чтобы завтра то, что мы купим, чтобы разложить в чистый холодильник. Вот. И купила сегодня в этом Делхаузе прославленную вот эту суповую курицу. Она-то, в принципе, неплохая, да, но она вся была в волосах. Она была в разных перьях. И толстых, и тонких, и маленьких, и пушковой вот этот
волосики вот эти, и вот эти подкожные вот эти. Я уже битый час, наверное, как не больше, вот это с ней здесь долбусь. Дело в том, что у меня нет вот этого сухого горючего. Я помню раньше, ну, в моем детстве мама так опаливала курей. Сухое горючее, оно специальное такое для кухни было. И самое интересное, что я его видела недавно где-то в продаже в каком-то магазине. Туда же ходила по всяким там хозяйственным, там в поисках там всяких новогодних, ну и вообще. Я где-то видела это сухое горючее, я хоть убей, не могу вспомнить где. Вот. Чтобы купить, чтобы оно было. Потому что здесь и корочка продаются волосатые, но не настолько, насколько эта курица была. И я уже час, уже думаю, все, помыла, обсушила, смотрю опять вот эти тонкие. И я вот этой несчастной зажигалкой, вот, ну, оно что-то опаливает, ну, такое. Не совсем, конечно, как хочется. Хочется же идеально, но уже идеально по сравнению с тем, что было. Это вообще, это кошмар какой-то. Вот это то, что такие перья, это малая часть. Огромные. И я вроде бы как все, и потом начинаю ее просушивать, и опять то там, то там, то там. Это все торчит. Можно, конечно, было бы эту кожу снять, но я ее и так-то сниму. Но все равно варить с перьями, ну нет. Это вообще, это ужасно. Поэтому вот у меня такое вот занятие, развлечение образовалось. Думала, сейчас быстренько раз и поставлю, сварю. Хочу же этот суп сварить, скажите, с чечевицей. И у меня такой созрел план. У меня там немножко там сосисок осталось, таких подкопченных, немножко там ветчины там порезанной кубиками. Ну, думаю, сделаю как бы чечевичный на курином вот таком бульоне на цыпленке. И думаю, там вот эти все копчености порежу. Будет вкусно. И в итоге вот, долбусь. Думаю, пока холодильник будет размораживаться, я сделаю что-то основное. Но нет. Так что вот такие пироги, девочки. Я уже первый бульон сняла, уже залила, второй водой вымыла. Вот теперь, наверное, сделаю хорошую зажарку. Все это потом перебью блендером. Добавлю сюда еще немножко пережарю эти там сосиски. Там у меня есть там колбаски, остатки. Ну такое. Вот, типа что-то солянки, но суп. Но суп с чечевицей это будет. На улице потеплело, сразу включился. Готовлю суп, сразу включился наш собиратель влаги. Так, я здесь только что выложила мандаринки, чтобы ели, потому что там на холодильнике не все их, как всегда, видят. Мальчикам нужно прям под нос положить. Помыла холодильник, все загрузила. Курицу достала. Вот, думаю, как бы каждому в тарелку по куску, чтобы ее не оббирать, чтобы она здесь не плавала. Почему? Потому что здесь хватает копчености. У меня здесь копченые сосиски, колбаска вареная, потом еще кусочки курицы у меня филе было. Были порезаны в холодильнике, ну такие, как бы, ну, как сказать, сырые, да? Вот здесь они сейчас тоже варятся, еще дадут бульона. В общем, суп хороший, наваристый, и очень много, видите, здесь ветчина у меня, ну, типа что-то солянки, но большая часть, конечно, чечевица. Хорошенько промыла, печка грязная, нужно печку еще помыть сейчас. Немножко покипит уже, все уже, чечевица уже, она мне нравится, в отличие от гороха, что она быстро очень варится, быстро, не нужно вот эти церемонии замачивать, потом варить полдня, вот это все. Ой, мне кажется, и как бы она для пищеварения больше такая нежная, больше полезная. Там я не знаю, я не диетолог, не как там вот эти специалисты, которые по перевариванию пищи, не знаю, нутрициолог, да, или как они там. В общем, так что все. У меня сейчас еще что у меня в планах? У меня в планах здесь понаводить порядки, потому что здесь тоже мусорно. Там в кастрюлях протереть, ну такое. Так, девочки, я сегодня прям ударный план такой выполнила. Вчера я, правда, пол везде вымыла. Вот сегодня поменяла скатерть. Это уже последнюю очередь. Освежила. Вообще идеально. Вот такое вот сочетание. Они одинакового качества с одной серии. Это вообще идеально. Вот в самом начале я так и хотела, но просто не было в продаже вот таких вот раннеров. А потом позже появились. Вот, но я вам это уже рассказывала. Мандарины выложила, да, я вам
говорила. Вот. Помыла холодильник. Получается супчик мой вкусный. Очень вкусный получился. Здесь курочка целиком. Есть ее по полочкам. Все совершенно. Все освежила. В общем, любо-дорого посмотреть. Здесь тоже. Здесь куча полотенец. Вот этот самый ужасный ящик, откуда постоянно все выпадает. Здесь эти кастрюли, крышки. Постоянно туда-сюда. Нужна там какая-то маленькая сковородка, большая, такая. Потом сверху кидаешь. Оно все выпадает. Ой, это ужасно. Это ящик просто какой-то... Ящик-нервотрепка. Просто невозможно. Когда все делаешь быстро, оно вот это все там не попадает, не залазит, не закрывается. Короче, такое. Так что вот. Здесь тоже поверхности и рабочие здесь помыла, и здесь все помыла. Ну, и было-то, в принципе, чисто, но все равно освежила. Такой контрольный, знаете, такая контрольная уборка, чтобы, ну, типа ты прогенералил перед Новым годом. Покупали ананас, вот переживаем. Еще на Рождество. Что-то так хотелось, а потом как бы уже и не хотелось. То все кушали. Вот. И в итоге он теперь вроде как дозрел. До Нового года не дотянет. Думаем, съесть его, что ли. Ну, в общем-то, такое. В общем, день у меня сегодня такой получился. В принципе, плодотворный. Еще у Марка в комнате тоже поубирала, но он не разрешает там ничего снимать, не разрешает ничего там переставлять. Я так пыль, пол помыла, пыль на столе так протерла. Да и все. Так что такие дела. Девочки, смотрите, у меня прям что-то красное такое выскочило и очень чешется. Но не мудрено. Я сегодня сколько моющих всяких разных перенюхала. И кухонных, и для холодильника, и для ванны, и для унитаза, и для стекол, в общем-то. Еще той квартирки. Но у меня окно сейчас открыто. Проветриваю на улице, слава богу, потеплело. Ну, как слава богу, мне, в принципе, нравилось, как было. Что хотела сказать. Вот помню, мне осенью, когда уже появились новогодние украшения, я показывала, как бы, вот это все. И мне советовали, писали, но не только в комментариях, вообще, как бы, и, ну, какие-то знакомые говорили, что да, вот не спеши. Вот здесь потом перед новым, уже когда пройдет Рождество, будет вообще все стоить 3 копейки, вообще будут такие сумасшедшие скидки. И что я вам скажу, мое личное наблюдение. 22 числа или 23-го, когда я там ходила, тогда еще по этим магазинам, уже были вообще пустые полки, девочки. Ну, там разве что какие-то упаковки игрушек на этих, на елку, самых обычных там, ну, какие-то там свечи. Ну, такое все, да, это все пооставалось. Может быть, на это и будет сейчас скидки, я не знаю. Завтра, может быть, хочу пробежаться, посмотреть. Вот так для интереса. А вообще все самое классное, там вот именно такой новогодний качественный декор, красивые пледы, красивые вот эти вот наволочки на подушке, потом сами подушки, там есть очень красивая посуда, всякие финтиклюшки. Девочки поразбирали еще задолго до Нового года. Вот в октябре, вот в Праймерке, в Экшене, вот было столько всего одновременно появилось. Но я вам тогда рассказывала, что, ну, казалось бы, осенью, когда еще теплынь-то, брать все новогоднее, денег жалко вообще, как бы еще ты не знаешь, что там будет на тот Новый год. Ну, такое. А получается, нужно брать именно в этот период, когда только появилось. Вот, потому что потом такого всего не было. Вот разбирали, особо ничего не пополняли. Вот. Получается, все самое хорошее, самое красивое разобрали в начале, вот, а потом уже такое. В общем, я вот была вот уже перед самым Рождеством, уже все было пусто, все везде было пусто, да, все самое такое красивое, интересно, все разобрали. Это, я так уже думаю, может быть, это в Германии, конечно, да, там, конечно, вообще шопинг совсем другой, нежели здесь. Там выбор больше, там больше ассортимент, больше разных брендов, магазинов, там вообще завались всего, может быть, там, конечно, и да, существенные скидки, существенные, можно сейчас затариться очень хорошо, но здесь точно вам скажу, нет, здесь шопинг вообще из всех стран, в которых я была, он самый какой-то никудышний здесь, поэтому я так думаю, что все-таки брать какие вещи красивые стоит, какой-то декор, посуду точно не стоит дождаться скидок, потому что потом вообще просто ничего не будет, а нужно брать вот именно в октябре. Ну, это мое наблюдение вот в этом году. Может быть, раньше было по-другому, или может потом будет в будущем все по-другому, я не знаю, но в этом году вот так вот. Так что вот, что хотела сказать.
Вот смотрю, любуюсь, очень мне нравится стол. Очень мне нравится вот такое сочетание. Ну, прям красота. Я вам скажу, вживую вообще смотрится восхитительно. Вот прям, не знаю, лаконично, вот не дать, не взять. Конечно, ананас бы я убрала, но мне его некуда сейчас убирать совершенно. Вот. Красивое, вот и качество хорошее, все. Я еще так не хотела убирать, только что все-таки светлая скатерть, вроде как веселее. Вот, а убрала, и посмотрите, как здорово. С этим раннером. Думаю, что оно такое? Там ветерок, и он колышет мою гирлянду, и такой шум какой-то, как будто кто-то там шкребется где-то. Что-то такое. Ну, короче, вот такое вот. Вот так и настроение. Знаете, как что-то сделаешь, я такой человек, мне нужно постоянно что-то менять, добавлять, докупать, чтобы у меня что-то вокруг меня двигалось, изменялось. Потому что так мне ужасно скучно жить. У нас сегодня воскресенье, вышли с мужем просто поблукать, походить, позаглядывать в магазинчики. Скидки уже начинаются, минус 30, минус 40, вот такое. В принципе, ничего не нужно, просто ходим, потому что людей много, оно как-то заражает, знаете, тоже. Заходить чем-то интересоваться, шопинг не прекращается. До Рождества был просто такой, знаете, прям существенный, ощутимый. И продолжается. Приехали туристы, очень много туристов, очень много людей. И к Новому году, я думаю, люди продолжают себя чем-то баловать, что-то себе покупать, обновлять, подарки просто так. Потому что на самом деле хорошие сейчас предложения такие. Так что город кипит, жизнь кипит.